Водолей Август – это обзор энергии для вашего знака зодиака. Врата Льва 8 августа и коридор затмений. Очень важное событие, будет масштабное для вашего знака. Вот. В конце этого видео я вычту цифровое послание, которое будет подсказывать вам, что вы на правильном пути. Ведь вы здесь не случайно. Для начала вытащу карту из колоды «Корни и крылья». Да, это про заземление хороших процессов, правильных конфигураций. Даже идет для кого-то, да, те водолеи, которые занимаются духовным развитием, почувствуете больше основы, вы крепнете, прям крепнете внутренне, да, то есть и вы перестаете быть как тот флигель, который мотает на энергетическом ветру, там кто-то пришел в плохом настроении, водолей сразу чувствует, да, становитесь таким обособленным, но в хорошем смысле. Обособленность это не про состояние отшельник, вокруг меня никого нет, а обособленность это про то, что я сам нахожусь в контакте с своими чувствами, и чьи-то вот эти вот, не хочу говорить негативные энергии, да, но перепады настроения других людей перестают вас так сильно трогать и задевать, да, и вы будете, знаете, как из чувства благодарности, вы сможете это заметить, благодарности к себе. Вот, сейчас что у нас за послание для водолеев на август? Ой, сама выпала, класс, полет, смотрите. Полет. Следуйте своим мечтам и растворяйте ограничивающие убеждения. Классное послание. У нас 8 числа августа врата Льва – это символическая дата в духовности, которая считается переходом к изобильному состоянию. 808, да, или 88, две восьмерки. 12 числа у нас солнечное затмение в Львах, то есть это период, когда захочется проявиться, когда захочется звучать, резонировать, как-то рассказывать, провозглашать даже для кого-то свою правду, да, водолей, который там давно стеснялся, может почувствовать этот импульс действовать, вы его, пожалуйста, не пропускайте, потому что коридор затмений, который закончится 28-го частичным лунным затмением в рыбах, а рыба это про глубину, про духовное пробуждение, про исследование интуиции, про исследование духовных своих внутренних каких-то слоев, познание своей глубины, да, люди иногда боятся познать свою глубину, но на самом деле на вашей глубине сидит все самое классное и прекрасное, которое хочет быть открытым, да, без вашего внутреннего фокуса на этот внутренний мир оно не может быть проявлено, поэтому не стесняйтесь, не отказывайте себе в каких-то практиках, в каких-то медитациях, наблюдайте за своим внутренним ритмом и ростом этой красивой энергии. Вот. Коридор затмений подсветит для кого-то из водолеев, но в очень легкой форме. С чем нужно поработать, что мешает. Да? Вот ограничивающее убеждение, это, как правило, как определить, что такое ограничивающее убеждение. Как правило, это какая-то ваша мысль, какая-то что-то, во что вы верите, которая говорит, ну, у тебя не получится, это уже делали, зачем делать опять, я уже пробовала, у меня не получилось, я не буду еще раз. А что подумают другие, а вдруг меня осудят, а что подумает семья, там родственники, да, то есть вот все, что ограничивает ваше действие и ваше побуждение в моменте. Слышно, как собачка храпит? Харпунцы. Все, что ограничивает ваше желание действовать, вот эти мысленные какие-то процессы, да, они подсветятся, но именно для того, что чем больше у вас свет растет, чем больше у вас растет уверенность, вот эта внутренняя стабильность, тем выше они на поверхность, и тем проще они отпускаются. Да, вот здесь вот прям тоже написано прям растворить, да, то есть под вашим фокусом, даю прямо сейчас сразу практику, да, водолей на август. Если вы почувствовали какое-то это ограничивающее убеждение, подумали его, вы сразу такие, ага, окей, а какое на это место может прийти положительное убеждение, не ограничивающее, а расширяющее, да, и наблюдайте, да, то есть что-то может захочется сказать, даже самому себе, в зеркало. Захочется что-то сделать, может быть, захочется резко искупаться, захочется, не знаю, выпить фреш, захочется сделать зарядку. Прям не отказывайте себе, ваше тело вам подскажет, ваша душа, дух тоже вам подскажет. Обязательно нужно, знаете, как включиться и полностью отработать, грубо говоря, этот посыл, да, вот этот импульс. Вы тем самым сообщаете себе на уровне энергии, на уровне души, на уровне тела, да, я готов, я хочу, чтобы мои негативные убеждения растворились, и чтобы появилось новое, хорошее, доброе, которое уже во мне созрело. Вот. Сейчас еще посмотрю по Таро. Королева жезлов. Принятие себя. Это еще очень про принятие себя, да, то есть ограничивающие убеждения, они еще, как правило,
говорят человеку о том, что о самоценности, да, то есть человек не может принять себя в каком смысле, не позволяет себе действовать в соответствии со своими желаниями, это тоже не принятие себя. Это тоже отсутствие любви к себе. Безусловно, любовь, да, к себе, она, как правило, она не направлена на объект, но если она у вас здесь открывается в сердечном центре, то вы начинаете понимать, что действовать в соответствии с вашими желаниями, даже сиюминутными импульсами, но я говорю именно про положительные, да, там нарисовать, спеть, сходить куда-то, там в социум куда-то выйти, позвонить другу, запостить картинку, сфотографировать красивость, поделиться хорошими мыслями, поделиться хорошим настроением, да, вот такие вот импульсы. И когда вы начинаете проявлять любовь к себе, безусловную любовь, она расширяется. Это любовь ко всему вообще, что есть не в предметном значении, а в значении состояния. Вы начинаете еще больше ее подпитывать, она начинает еще больше проявляться. Вот. Семерка мечей. Чувствую, что основная из проблем водолеев, которые меня смотрят, это страх, а что подумают другие. Да, и идет слово, вы это сможете преодолеть, но не через в лоб идти, да, на это, потому что это абсолютно бессмысленно, а обойти, да, то есть попробуйте, здесь сейчас вопрос не про хитрость, а про то, чтобы это убеждение, это программирование обойти в легкости, да, то есть, возможно, например, хотели давно там вести социальные сети, но что-то не хватало, вот страха выйти на, скажем так, на общее обозрение. Запишите видео, положите его, да, то есть не выкладывайте сразу, дождитесь момент, когда вы внутренне почувствуете готовность, и вот в этот момент выложите, но записать его нужно тогда, когда появится импульс. Я, то есть, даю вам такие простые очень механики, расставляем вам фишечки на карте, как что, чтобы вы почувствовали, как работает вот это классное взаимодействие. Это не про управление реальностью, да, это не про контроль в данном случае, а про то, как научиться в энергиях нового времени взаимодействовать в первую очередь с собой и давать себе проявляться. Выход предназначения тоже выстраивается ровно тогда, когда вы начинаете позволять себе действовать в соответствии со своим внутренним зовом, со своим внутренним чутьем. Чутье никогда не говорит про плохое. Чутье всегда говорит, вот сюда, вот здесь классно будет. Да, то есть, если вы слышите внутреннее что-то, что говорит вам о плохом, там страшно, тут так, это не чутье, это эго-структура, которая обусловлена ограничивающими убеждениями, которые говорят, это не делай, там не ходи туда. Я сейчас не говорю, важно понимать, да, на уровне здравого смысла, что прыгать с 11 этажа не надо. Да, то есть все равно бережно к себе. Не нужно, если там захотелось пойти в раздрай. Нет, это никогда ваш внутренний зов вас к этому не позовет. То есть обращайте на это внимание. Через хорошее, через добро. Паш Пентаклей. Кто-то еще из тех, кто меня смотрит, обесценивает деньги. Попробуйте тоже ограничивающие убеждения, когда они у вас существуют, когда вы обесцениваете деньги, то у вас они могут словно утекать через руки, да, то есть как песок, есть вот это выражение, деньги уходят как песок. Есть какие-то ограничивающие убеждения, которые так делают, да, то есть тоже пронаблюдайте, что вы чувствуете, когда к вам приходит какая-то сумма на счет. Чувствуете ли вы радость, удовлетворение или страх, что сейчас придется их куда-то отправить, и что они сейчас опять все потратятся, да, то есть здесь вот важно проследить и понять, что такое вами руководит в этот момент, и тоже, опять же, поменять на положительное, обрадоваться. Даже первые разы, как формируется новая привычка, первые разы может быть сложно, да, то есть привычка старая, она такая уже отработанная, почувствовали, пришли деньги, вместо радости человек чувствует скорбь, что сейчас придется их куда-то отправить, да, или когда вы куда-то делаете трансфер за какие-то там, не знаю, услуги, аренду, там, газ, свет, я не знаю, да, то есть тоже понаблюдайте, что вы в этот момент чувствуете, что вы что-то отдаете, да, или наоборот, вы рады, что у вас сейчас есть все благодать и изобилие для того, чтобы эти счета все закрыть. Вот, и формируется новая привычка, даже если вы заметили, что вы как-то негативно реагируете, идем в сознание, в осознанность, да, такие, ой, я сейчас негативно, а как я могу по-другому? На положительно, да, то есть, хоп, благодарность включаете, и таким образом вы начинаете, да, вот, пожалуйста, правосудие. И здесь, кстати, эта карта, я вот эту колоду выбрала именно сейчас на обзоры для всех знаков на коридор затмений. Здесь вот сначала солнышко нарисовано, а потом луна. Да, то есть этот коридор затмений вам позволит вообще, вот здесь вообще карта очень красивая, энергии такие идут, что позволят вам преодолеть вот эти вот действительно связанные какие-то с финансами, с получением, отдаванием, что такое получение, да, то есть это вот опять же то, о чем я вам уже обозначила, что даже когда приходят, вы не рады,
Да? А здесь вот задача в том, чтобы почувствовать радость от того, что приходит, почувствовать радость от того, что у вас есть возможность, когда вы куда-то передаете дальше на плату, что у вас есть возможность это делать. И очень большой может взрыв пойти изобилия, да, благодаря тому, что вы поменяете свою точку зрения, ограничивающие убеждения на это действие от мира, да, там, не от мира, а как? Ну, на это действие, да. Двойка жезлов, и это расширит сильно ваши горизонты. Когда вы отпускаете ограничивающие убеждения, у вас расширяется вообще способность понимать событийный мир, способность понимать себя, способность понимать других, принимать других. В данном случае это не соглашаться с тем, что они делают что-то, с чем вы не согласны, а принимать других — это просто понимать, что у этого человека есть свое место в мире, иначе бы он не был проявлен, и он вправе проживать свою жизнь. То есть это не про суждение, не про принятие. Здесь не обязательно говорить, да, ты сейчас сделал полную чушь, но я принимаю, да, то есть нет, это не про это про то, что, даже не оценивать, чушь он сделал или не чушь он сделал, значит, в его сценарии, в его реальности жизни, каждый наблюдает свою реальность через свою парадигму восприятия, да, то есть у каждого, грубо говоря, свой мир, да, и вы, наверное, обращали на это внимание, что мы можем взять двух человек, которые родились в один и тот же день, в одной и тот же город, там, год, время рождения, место рождения, показать им картинками какую-то одну и ту же ситуацию, и они каждый скажут свое различное мнение, потому что ваша точка зрения на мир формируется не через то, какой у вас знак зодиака, а через то, какие опыты у вас были прожиты, какие ограничивающие или положительные убеждения и программирования вы, скажем так, исповедуете своей вибрации. Вот. И расширение сознания в данном случае — это не выход куда-то там в куку состояние, а выход в состояние покоя, присутствия, понимания, что все здесь вообще есть божественный порядок, божественный поток, и каждый имеет право вообще быть таким, какой он есть, да, то есть отсутствие любого контроля и осуждения за другими. Опять же, мы говорим с вами в рамках здоровых взрослых людей, да, я понимаю, что если ребенок бежит и пытается куда-то упасть, что, наверное, там здоровый родитель его подхватит, да, то есть, опять же, пожалуйста, будьте, скажем так, здравы и пробуйте эту информацию осознать, а не умом придумать, что я сказала, да. Карта Император. Эта карта, кстати, тоже много где выпала для многих знаков в этих обзорах. Формирование нового, знаете, материального порядка, нового материального состояния. И это, опять же, идет из внутреннего покоя. Так, вроде все. Лететь по жизни, да, вот карта полет, лететь по жизни — это легко относиться к событиям, легко уходить от того, что больше не служит вам добром, не цепляться за старое, за прошлое, да, не впадать в уныние, хотя понятно, что мы люди живые, мы можем иногда проживать в каких-то случаях эмоциональные состояния, да, но человек, когда он ограничен вот этими убеждениями негативными, в большей части проживает негатив. Если он отпускает, у него начинает больше легкости проявляться, больше желания творить, больше желания улыбаться этому миру, да, там, вот, и говорить добрости всем людям. Это очень простые маркеры такие, да, по которым можете ориентироваться, но в каком где-то примерно этапе вы находитесь. И самопознание себя. Вот, цифровое послание для вас 0707. Компромисс. О чем это? Кто-то из водолеев, кто меня смотрит, привык идти на компромиссы в ущерб себе, да, и вам это тоже коридор затмений, и вот эти ключевые даты вам подсветят, в каких местах вы идете, знаете, как показывает картинку, прям на горло своей песни наступаете, да, и у вас может произойти такое событие, в котором вам будет прям предъявлено в быту, в реальности вот эта ситуация, в которой вам скажут, вот здесь вот ты должен пойти на компромисс, да, и вот то, как вы отыграете, выберете ли вы себя в этот момент и свою какую-то правду, свою проявленность, или пойдете на поводу под маской компромисса, тоже будет для вас, наверное, таким, не то что поворотным, но если вы корректно для себя примете решение, то, как в этой ситуации себя проявить, то в положительном случае, если вы правильно для себя корректно примете, вы почувствуете вдохновение и больше рост силы внутренней. Внутренняя сила — это не про контроль внешних событий, не про контроль людей,
а про осознание своей точки, своего места на Земле, своей миссии, своего предназначения. Вот, и здесь послание прощения, профессионализм, эмпатия, свобода опять идет, да, вот лететь и свобода, это все вот из одной, так сказать, из одной корзинки яички. И самоосознание. Отпустите то, что больше вам не служит. Перестаньте держаться за старые какие-то, опять вот убеждения идет, ну, за старые нерабочие схемы. Вы проявляйте свои эмоции и стремитесь достичь именно внутренний баланс. И там, где есть нехватка понимания, да, в каких-то коммуникациях, возможно, пришло время двигаться вперед. Правда освободит вас. Если кто-то из водолея все еще продолжает тащить старое что-то, да, и где уже все давно себя изжило, а вы все еще из какого-то вот этого должествования, но я же обещал там когда-то давно, да, я же должен, сейчас вот тут, вот, но сейчас я еще поднапрягусь, и оно там как-то поменяется, да. Если у вас руки опускаются, это тоже явный признак того, что не надо больше это тащить. Почему? Как работает механика в новом времени, когда вы тащите старое, новое не может проявиться. Когда вы старое отпускаете, у вас, во-первых, ресурс появляется, да, потому что вы на старое, когда тащите то, что уже не должно, так сказать, происходить в вашей настоящей жизни, то у вас это занимает, тащить это старое занимает огромное количество ресурсов, вы очень устаете, и чувства опускаются руки, да, то есть отпустите это старое, наполнится, восстановите ресурс, и у вас появится возможность и видение, прям, да, проказываю, что человек сможет увидеть это новое, которое он может сейчас получить, прожить в своей жизни. А если вам откликается мой труд, обязательно ставьте лайки, комментируйте это видео, делитесь им, подписывайтесь на мой канал. С вами Анна, канал Do Good, дело добро будет. А до встречи прекрасного августа, очень изобильное время для прекрасных всяких изменений, которые ведут только к хорошему. Вот, и я вас благодарю, до встречи в моих следующих обзорах для вашего знака. Спасибо и пока-пока.